Человек снял на камеру, как его накрывает лавина. Каждую минуту в мире происходят различные природные явления, одни из которых впечатляют своей красотой, а другие вызывают страх. Oh dear God. Группа туристов пережила незабываемые моменты в горах Киргизии. В составе группы был один британец и 9 американцев, которые исследовали Тянь-Шань, когда с вершины скалы обрушилась лавина. Британец Гарри Шимин решил заснять происходящее на видео, но, похоже, он не оценил полностью расстояние до огромной снежной массы, которая в конце концов накрыла туристов. По словам Гарри, он немного отстал от остальных, так как увлекся фотографированием пейзажей на краю утеса. Вдруг он услышал сильный треск снега и понял, что началась лавина. Гарри остался на своем месте, так как рядом было укрытие. Он отметил, что им невероятно повезло. Если бы группа пошла дальше по тропе, а лавина сошла бы через несколько минут, никто бы не выжил. Гарри рассказал, что он не сразу побежал к укрытию, ведь на тот момент еще не осознавал, что ситуация выходит из-под контроля. Но чем ближе лавина приближалась, тем труднее было дышать. Чудом никто не пострадал серьезно. Только одна женщина из группы получила травму ноги, и ее доставили в больницу на лошади. Землетрясение в Японии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали одно из самых мощных землетрясений, произошедших на северо-востоке Японии, которое стало одним из самых зрелищных и ужасающих событий 21 века. С магнитудой 9 баллов оно получило название «Великое землетрясение Восточной Японии». По мнению ученых, такие мощные землетрясения происходят в Японии лишь раз в 600 лет. Эта катастрофа вызвала масштабное цунами, которое охватило площадь более 216 квадратных миль. Кадры этого события по-настоящему потрясают и вызывают панический ужас. Около 4 часов утра жителей города разбудили подземные толчки. В первую очередь тревогу подняли военные, которые заметили, что вода отступила от побережья более чем на 1500 футов. Они начали стрелять в воздух, чтобы предупредить людей о надвигающейся опасности. Однако большинство жителей, которые жили рядом с водой, не поняли, что происходит. Первая волна достигла больше 33 футов в высоту и причинила значительные разрушения. Многие, кому удалось укрыться на возвышенностях, решили вернуться, чтобы спасти свое имущество. Но они не подозревали, что вторая волна будет на 26 футов выше первой, и сразу же за ней последует третья. Вероятно, именно из-за того, что жители не знали о грядущих двух волнах, погибло так много людей. Аномально большой град и песчаная буря. Град образуется в облаках, когда капли воды поднимаются на большую высоту. Чем выше они поднимаются, тем ниже температура, и постепенно капли замерзают, превращаясь в ледяные шары. Эти глыбы начинают падать на землю под своим собственным весом. Самый мощный град в истории произошел в Южной Дакоте, США в 2010-м. Диаметр одной из градин составил 7 футов 9 дюймов, а температура, при которой она образовалась, была около минус 34,6 градусов по Фаренгейту. Страшные цунами, попавшие на камеру 17 июля 1998 года, одно из самых разрушительных цунами произошло на отдаленной части побережья Новой Гвинеи. Два мощных подземных толчка, случившихся с интервалом в 20 минут, вызвали 30-футовую волну, которая полностью уничтожила 3 деревни на участке берега длиной более чем 18,5 миль. Эпицентр находился всего в 31 миле от поселка Айтапе, куда волна высотой от 30 до 50 футов дошла через 10 минут. Хотя цунами – не редкость для жителей этого региона, такой разрушительной силы волна для них была чем-то необычным. После землетрясения побережье площадью около 39 квадратных миль оказалось под водой. В январе 2005 года на островах Ицу и Мияки произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами с волнами высотой от 98 до 164 футов. Однако местное население было заблаговременно предупреждено, и эвакуация прошла успешно. К счастью, среди жителей не было зарегистрировано пострадавших от воздействия цунами. Землетрясение и последующее цунами, обрушившееся на регион Тохоку в Японии 11 марта 2011 года, стали одними из самых разрушительных стихийных бедствий в истории. Магнитуда землетрясения составила 9 баллов, что вызвало гигантские волны, которые затопили прибрежные территории. Цунами унесло жизни более 200 тысяч человек, а также привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Один из самых поразительных моментов этой катастрофы – это дом, который был найден примерно в 70 милях от побережья и ставший символом разрушений. Ущерб от бедствия оценили в 235 миллиардов долларов, что сделало его самой дорогостоящей катастрофой в мировой истории. 26 декабря 2004 года около 8 утра в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 9,3 балла. Вслед за ним 50-футовая волна цунами обрушилась на западное побережье Таиланда. Это стало одним из самых разрушительных цунами в истории по числу погибших, унеся более 2000 жизней.
Высокие потери были связаны с недостаточно развитой системой оповещения, пиком туристического сезона и недооценкой угрозы людьми. Многие туристы, увидев, как море отступает на несколько сотен футов, остались на берегу, не осознавая опасности. В то же время животные, чувствуя приближающуюся катастрофу, покинули прибрежные районы и направились в горы, что могло стать предупреждением для людей. 9 июля 1958 года произошло землетрясение магнитудой 8,3 балла, после которого с гор сошел мощный оползень. В воды залива обрушилось более 1 миллиарда кубических футов камней и льда. Это привело к образованию гигантской волны, высота которой превысила 1600 футов, что эквивалентно высоте 170-этажного здания. Скорость волны достигала примерно 99 миль в час. Она смела все на своем пути, включая леса на высоких северных горах. Единственными, кому удалось выжить, стали рыбаки на судне «Баркас», которая каким-то чудом выбросила волной из бухты, а затем перебросила через отмель. Оказавшись по ту сторону горы, они остались без судна, но были спасены. Извержение вулкана. Утром 18 мая 1980 года небольшое землетрясение потрясло штат Вашингтон, которое спровоцировало крупнейший оползень на северной части вулкана Сент-Хеленс. Землетрясение стало причиной пробуждения вулкана. Извержение было настолько сильным, что пепел покрыл 11 соседних штатов. В результате трагедии погибло 57 человек, среди которых был фотограф Роберт Ландсбург. Он запечатлел весь процесс извержения, но в последние моменты своей жизни накрыл фотоаппарат своим телом, чтобы фотографии стали доступны для общественности после его смерти. В 2017-м интернет поразило видео, запечатлевшее извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Лавовый поток, стремительно двигаясь в сторону Тихого океана, при контакте с водой создает гигантские облака пара. В то же время куски раскаленной лавы поднимаются в воздух на более чем 98 футов. Это извержение стало самым мощным за последние годы. Огонь, разрушающий все на своем пути. В 2020-м Австралия пережила одну из самых разрушительных серий лесных пожаров. Однако едва пожарные справились с огнем, как на страну обрушилась новая стихия – песчаная буря. Ветер поднимал пепел, остатки разрушений, песок и пыль, унося их в сторону города Даба. Буря двигалась со скоростью 62 мили в час, и город оказался полностью скрыт под песком в течение нескольких часов. А вы когда-нибудь наблюдали песчаную бурю в реальности? Другим впечатляющим атмосферным явлением является песчаная лавина, представляющая собой гигантскую стену высотой до 1,5 километров. Оказаться рядом с таким кошмаром крайне опасно. Жители Ближнего Востока стали свидетелями гигантского песчаного шторма, который двигался с такой скоростью, что через несколько минут полностью поглотил город. К счастью, никто не пострадал, несмотря на реальную угрозу. Еще одним редким и страшным природным явлением являются огненные смерчи, которые могут возникнуть при огромных страшных пожарах в условиях сильного ветра. Температура в центре такого смерча может достигать 1800 градусов по Фаренгейту. Такие огненные бури уничтожаются лишь в исключительных случаях. Торнадо и ураганы, накрывшие США. Торнадо – это мощное атмосферное явление, которое способно разрушить все на своем пути. Большинство таких штормов были зафиксированы в Северной Америке, где самые гигантские торнадо достигали длины 4 километров. Трудно забыть самый разрушительный ураган в истории США под названием Катрина в 2005-м. В результате его действия погибло около 1200 человек, а более миллиона жителей юго-востока страны остались без крова. Наибольшие разрушения были причинены штатам Луизиана и Миссисипи, где города были затоплены на 80%, небольшие наводнения, вызванные ураганом, прошли по всей стране, дойдя до Канады. В 2006-м Соединенные Штаты пережили настоящую погодную эпидемию. В течение года по стране прокатилось 1333 торнадо, унесших жизни 67 человек. На снимке запечатлен один из 14 смерчей, возникших 24 августа 2006 года, причем 3 из них были зафиксированы в Миннесоте. Этот торнадо прошел свыше 30 миль, унес жизнь одного человека и нанес ущерб штату на сумму $30 миллионов. Самый разрушительный торнадо в истории США за последние 40 лет обрушился на город Джоплин в штате Миссури. Смерч невероятной силы высотой почти 5000 футов унес жизни 158 человек, а более 1150 были серьезно ранены. Вследствие этого природного бедствия было уничтожено около 7000 домов, а суммарный ущерб составил колоссальные $3 миллиарда. Морские торнадо возникают при столкновении потоков горячего и холодного воздуха, вызванного разницей атмосферного давления, что создает воронку, похожую на гигантский пылесос. После того, как эти стихийные бедствия проходятся по земле, зачастую не остается абсолютно ничего. Молнии и другие природные явления. Это не только завораживающее и вдохновляющее природное явление. На одном из видео можно увидеть, как мощный молниеносный разряд уничтожает дерево рядом с домом. Думаю, все понимают, что молния
Это крайне опасная стихия, и не стоит с ней экспериментировать. Одним из самых мистических природных явлений является шаровая молния. При ее появлении кровь реально стынет в жилах. Ученые по всему миру продолжают изучать этот феномен, несмотря на множество экспериментов, проведенных в лабораториях, которые подтверждают ее реальное существование. Природа этого явления остается загадкой, как и следующее чудо природы. В мире существует лишь одно место, где может случиться это невероятное явление. Речь идет о заливе Карпентария в Австралии. Особенность его в том, что здесь, в этом месте, облака образуют дугообразную сферу. Они двигаются со скоростью от 33 до 65,5 футов в секунду и появляются только на высоте от 328 до 656 футов над уровнем моря. Карстовая воронка в Гватемале. Все стихийные бедствия страшны, но ничто не вызывает такого ужаса и страха, как карстовые воронки. Хотя существует множество факторов, способных вызвать образование этих черных дыр в Земле, их появление всегда происходит внезапно и беспорядочно. Одна из таких воронок возникла в Гватемале в 2010-м после тропического циклона, который привел к массовым оползням и наводнениям. Из-за сильных дождей и неэффективной дренажной системы участок земли диаметром 65 футов обрушился на 98 футов вглубь, унеся с собой трехэтажное здание и став причиной гибели 15 человек. Извержение вулкана. Извержение вулкана Пинатуба на Филиппинах в 1991 стало одним из самых мощных за все 20-е столетие. Этот вулкан оставался спокойным в течение 611 лет, и поэтому жители региона не ожидали его внезапного пробуждения. В результате извержения и его последствий погибло не менее 875 человек. Кроме известных наземных вулканов, существует множество подводных, скрытых от глаз. Один из них находится у берегов необитаемого острова Хунга-Танга. К счастью, в результате мощного извержения 2009 года никто не пострадал, за исключением флоры и фауны острова, который оказался полностью покрытым толстым слоем пепла. Вулканические молнии, часто называемые грязными грозами, возникают, когда вулкан выбрасывает частицы золы, пыли и льда, которые трутся друг от друга, создавая статическое электричество. В результате этого явления вместе с гигантским столбом пепла из вулканического кратера поднимается молния, поражающая своей красотой. Аномальная жара. В июне и августе 2003 года Европу охватила аномальная жара, ставшая рекордной для этих регионов. Особенно сильно от высоких температур пострадали Франция, Германия и Швейцария. В течение этого экстремальной жары погибло около 40 тысяч европейцев, большинство из которых были гражданами Франции. В этот период уровень смертности во Франции увеличился в 300 раз. Также был нанесен значительный ущерб экосистемам Средиземного моря, популяциям рыб, а также урожаю винограда и пшеницы. Голод в Восточной Африке 2011 года стал одной из самых серьезных гуманитарных катастроф, вызванной длительными засухами, затронувшими практически всю Восточную Африку. Продовольственный кризис коснулся не только Сомали, но и Эритреи, а также других восточноафриканских стран, статистика по которым все еще остается неполной. Всемирная продовольственная программа ООН признала этот кризис одним из самых масштабных в истории. По оценкам, в 2011 от голода, спровоцированного засухой, погибло от 50 до 100 тысяч человек в Сомали, Кении, Эфиопии, Уганде и Джибути. На 2012 год каждый четвертый из 856 миллионов человек в регионе страдал от недоедания, и более 40% детей до 5 лет страдали от истощения. Причиной голода стали два крайне неурожайных сезона дождей. В некоторых районах осадки составили всего 30% от нормы, а смертность среди скота достигла 60%. Производство молока резко сократилось, что особенно сказалось на детях, и цены на основные продукты питания в мае 2011 года достигли рекордных уровней. Снежные катастрофы. Снежная буря в Афганистане 2008 года вошла в историю как самая смертоносная, унеся жизни 1337 человек. Температуры опустились ниже минус 22 градусов по Фаренгейту, а в горных районах выпало до 6 футов снега. Многие погибли от переохлаждения, другие, когда их транспорт застрял в снежных заносах. В больницах по всей стране по крайней мере 100 человек были вынуждены пережить ампутацию конечностей из-за обморожений. Около 100 тысяч овец и коз, а также 315 тысяч голов крупного рогатого скота погибли в результате экстремальных погодных условий. Ледяной дождь. Обычное явление для канадских зим. За несколько часов он способен покрыть города толстым слоем льда. Несмотря на то, что это явление может показаться безобидным, его последствия могут быть разрушительными. Лед, оседая на ветках деревьев, делает их настолько тяжелыми, что они начинают ломаться и падать, повреждая дороги, дома и... Землетрясение в Непале в 2015-м стало одной из самых трагических катастроф в истории региона. Оно вызвало многочисленные разрушения и привело к гибели тысяч людей.
Одним из самых ужасных последствий стало схождение с Эвереста лавины в разгар весеннего сезона восхождений на гору. В результате лавины погибли как минимум 24 человека, а более 60 получили серьезные травмы. Среди погибших оказался и исполнительный директор компании Google Даниэл Фреденбург. Это землетрясение и лавина, несмотря на спасательные операции, оставило глубокий след в истории, затронув не только Непал, но и весь мир. Землетрясение в Чили, произошедшее в 2010-м, стало одним из крупнейших за последние 50 лет. Трехминутные подземные толчки магнитудой 8,8 балла ощущались не только в Чили, но и в некоторых районах Аргентины. В последующие 2 дня Земля продолжала сотрясаться от повторных толчков магнитудой 5,4 и 6,2. Это катастрофическое землетрясение и волны цунами унесли жизни почти 600 человек.